Всем привет! Сегодня у нас расклад, что у него на душе, почему он молчит. И прежде чем начать, конечно же, приглашаю всех в проживание арканов, а также в манифест в эзотерическую библиотеку и в закрытые расклады, а также есть обучение точечное по колодам. Все ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Ну а мы с вами давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Шут. Семерка жезлов. Дьявол. Правосудие. Мир. Так, вроде... Так, давайте поместим по центру. Так, вроде все видно. Итак, единички. 5 вопросов, 5 карт. О чем он упорно молчит, даже если внутри у него все бурлит и просится наружу. И где это оружие, да? Ну, смотри, по этой карте у него вот зреет тяга к переменам. Но он боится показаться тебе каким-то там несерьезным, не таким бытовым и так далее. Он чувствует, что устал вот от быта и хочет какой-то дерзкий шаг сделать. Например, там уволиться с работы, уехать в другой город, страну, заняться чем-то таким, что его взбудоражит, так скажем. Внутри у него все кипит от этой идеи, но он пока молчит, чтобы не услышать упреков от тебя, например, там, а как ты деньги зарабатывать будешь, а на что ты жить будешь, это неразумно. Он боится, что ты его не поддержишь, да, или там сочтешь его инфантильным. Вместо того, чтобы поделиться, он отшучивается, старается держать это все в тайне, да, потому что он не хочет быть, как сказать, вот на смех выставленным. Каждый раз, когда разговор заходит про изменения, он, конечно, моментально уходит от темы, делает вид, что у него, никаких планов нет. Но в душе у него вот этот костер идей, который просится прям наружу. Только он пока, конечно, не решается тебе их озвучить. А почему его слова застревают на полпути, да, и что держит его в этом молчаливом состоянии? Ну, он на своем привык стоять, даже когда, все против него. Но и это же мешает ему просто сказать, что я хочу вот это, да, или там поделиться. Он не хочет показаться каким-то там слабым, зависимым от своих идей. И порой он ведет себя вот как богатырь, да, как воин, который обороняет свою крепость, даже если не нападает никто. И внутри него сидит вот этот страх, что вот стоит только рот открыть, признаться там в сомнениях текущей жизни, да, как все на него накинутся с вот этой критикой. Поэтому он пока молча держит, как говорится, оборону, выбирая доказать все действиями, да, чтобы просто так, как говорится, языком не болтать. И когда ты спрашиваешь, вот, например, что у него на душе, да, он, конечно же, напрягается. Кажется ему, что вот каждое откровенное слово – это вот риск подставить, как сказать, свои уязвимые места под удар. Поэтому ему проще отмалчиваться, да, и продолжать играть в эту игру, которая называется «Я сам справлюсь». Он твердо уверен, что слабость будет стоить ему уважения, поэтому
Он вообще прям максимально старательно скрывает свои вот эти внутренние бури, которые сейчас кипят. Какие тайные переживания и сомнения тормозят его, да, когда он хочет быть откровенным? Ну, смотри, у него по дьяволу сейчас такое сильное ощущение, что вот если он расскажет, да, признается про свои вот эти страхи, то это его приведет вот к зависимости, да, к осуждению. Например, он вот переживает, что у него там привычки, старые ошибки, как сказать, есть у него, да, в прошлом. И о них лучше никому не знать. И вот он переживает, что об этом кто-то узнает. И в глубине души он вот опасается, что если все наружу вылезет, то ты можешь посмотреть на него, ну, по-другому, да, и там уважать перестать. А у него вот этот, как сказать, попа на приключения тянет. И он, конечно же, тихо мучается от вот этих вот соблазнов, от привязанности к этому адреналину. И он об этом поэтому не хочет говорить. Из-за этого ему, как говорится, проще отшучиваться, да, уходить в глухую оборону, лишь бы не пришлось раскрывать вот это все. И каждый раз, когда вот всплывает темы, там, например, прошлого, да, и его там личных слабостей, то он замыкается просто и всеми силами там старается тему сменить. Ему стыдно и страшно, понимаешь, что вот это правда разрушит ваше доверие. Ты скажешь, да, ничего этого такого серьезного нет. Ну, для мужчин это серьезно. Он для тебя воин, там, богатырь, деньгоприноситель и так далее и тому подобное. Но вот он хочет по-другому. Понимаешь? Что ему раскрыться поможет и начать диалог, не боясь, что его не поймут? Ну, спокойно разговор нужен по правосудию, где ты дашь понять, что судить ты его не будешь, да? И тебе четко нужно дать ему знать, что тебе важно слышать, что у него внутри. И что ты не собираешься устраивать допрос с пристрастием. И если он увидит, что разговор идет без вот этих навешиваний ярлыков, да, то, что у тебя детство, например, в попе играет, да, без крайностей, то ему проще будет поделиться всем, чего он задумал такого. Знаешь, пусть он почувствует, что ты можешь посмотреть на вот его желания со всех сторон и не примешь сразу вот сторону обвинения. Понимаешь? И вот главное, покажи, что твоя цель — это понять и поддержать, а не вынести, как говорится, наказание ему. И когда он почувствует, что с твоей стороны все по-честному, да, там, без криков, без ссор, без упреков, то, что он там взрослый лоб, а собрался там то-то, то-то, тогда у него возникнет доверие к тебе. Тогда он решит, что, как говорится, лучше раскрыться, чем вечно бегать от своих желаний. Как изменится ваше общение, когда он наконец-то решит сказать то, что давно скрывает? Ну, по миру это, знаешь, он трактовать даже не нужно. Вот между вами атмосфера станет вот свободнее, да, прозрачней. Как будто форточку открыли и свежий воздух пустили. Ты заметишь, как уходит вот это напряжение, недомолвки. Если он там за глазами за твоими пытался смотреть, как говорится, как на попы девушек, давай так скажем, да, то вот это все прекратится. Ты для него будешь центром вселенной. Он ощутит, что вот может дышать ровнее, не боясь, что там ты его тайно разоблатишь и так далее и тому подобное. Ну и, конечно же, у него будет больше энергии, как и у тебя тоже. Между вами, знаешь, возникнет такой новый уровень доверия.
где можно обсуждать абсолютно все. И в две стороны, как говорится, не бояться осуждения какого-то. Да, ты скажешь, это там мелочь, если хочет, пусть едет, я же его не останавливаю, но есть же обязанности. А он же хочет серьезный шаг, да, сделал там, уволиться с работы, да, поехать путешествовать, куда глаза глядят на мотоцикле, да, например. Ну, вот так вот все. Ну, это, знаешь, это вам решать. Я только карты протрактовал. Я тут свои советы давать не буду, потому что, ну, он хочет немножко свою, как сказать, инфантильность выгулять. Потому что, скорее всего, рано женились, для себя не пожили, и вот у него накопилось. Давайте посмотрим второй вариант. Привет, двоечки. У нас первая жрица и первый вопрос, о чем он упрямо молчит, да? А внутри у него все бурлит. Ну, смотри, он, знаешь, не выдает тебе, что вот сомневается вообще во всем. Вот сейчас вот в вашем бытии, там, в каком направлении двигаться дальше. То есть он, знаешь, он погружен в себя, как будто вот не знает, чего хочет. Понимаешь, это такое состояние, когда вот чего-то хочется, но ты не знаешь чего. И хочется чего-то кардинального. Понимаешь? Он много размышляет ночами, да, там, возможно, в интернете смотрит что-то там, чужие там истории слушает и пытается вот понять, как вот это все решить. Хочу, но не знаю чего, но я хочу этого срочно, да, и кардинально все поменять. И ему сейчас важно разобраться с тем, что у него вообще на душе. Но он не хочет, как говорится, в твоих глазах быть каким-то там неуверенным, да, авторитет потерять. В итоге вот эти все мысли, да, там планируемые там перемены какие-то, разговоры и так далее, он прячет перед тобой вот за такими вот ответами, да, там все хорошо, пустяки и так далее. А внутри у него штормит от вот этих ощущений, понимаешь? Он вот видит новую цель, да, и вдруг тут сразу уверенность в ней теряет. Ну вот такая вот неопределенность по жрице. А молчит он, потому что он боится, что ты просто его не поймешь. Не поймешь вот, насколько серьезно он к этому относится. А вот в глубине души у него кипит жажда такая вот себя узнать. Узнать мир поближе, да, кроме четырех вот этих стен. И, конечно же, он пока не решается поделиться, потому что у вас уже там быт выстроен, жизнь течет, да, своим чередом. А он хочет из этого течения, как говорится, выйти, но пока сам не знает, куда. Почему его слова на полпути застревают, да, и что держит его в этом молчаливом состоянии? Ну, выбор трудно сделать. Говорить или не говорить, раскрыть душу, да, или в сторонке постоять. Он, знаешь, он чувствует, что если он объяснять начнет все вот эти свои переживания, да, то придется занять какую-то четкую позицию, да, то есть определиться. Но мы же видим жрицу, да, потому что он сам перед собой еще не определился. Понимаешь? И его пугает, например, там, то, что ты начнешь какие-то вопросы задавать, уточняющие, да? Например, он скажет, я хочу переехать там в другую страну. А ты ему вопрос, а на что мы там жить будем? Да, это хороший вопрос, и так как он сам не определился, ему хочется, но не может, вот так вот скажем, да?
И он не готов к этому разговору с тобой, и не хочет выглядеть, как говорится, растерянным, да, маленьким мальчиком. Потому что, он сам ответов не знает. Еще он боится, что вот этот диалог с ним откровенный, да, он обнажит противоречие там как между вами, так и у него в голове. Он боится, что ты его отговоришь. Понимаешь? Поэтому он просто уворачивается от всего и там просто говорит на вопрос, например, ты задашь ему вопрос, что ты такой грустный? А он говорит, да нет, все нормально, там на работе просто устал. Понимаешь? А это все отговорки. С одной стороны, он хочет, чтобы ты знала, что у него внутри, да, а с другой он боится, твоих ответных реакций. И поэтому слова, как говорится, застревают у него в горле. Он надеется, что вот все как-то само собой образуется. Понимаешь? Сам там определится, там звезды сойдутся и так далее, но пока он на месте топчется и хмурится, да? Какие тайные переживания и сомнения тормозят его, да, когда он хочет быть откровенным по королю кубков? Он глубоко эмоциональный человек. Снаружи он спокойный, а внутри него вот эти эмоции гуляют. Понимаешь? Внутренне он очень боится, что при полном раскрытии всего, да, он будет выглядеть, как сказать, слишком уязвимым, что ли. И вот его мысль такая тревожит, что а вдруг мои вот это все, да, покажется ей нелепым, да, там, замыслы, или там лишними. А он привык контролировать свои реакции, чтобы сохранить образ такого человека в твоих глазах, который все под контролем держит. А на самом деле он вот очень, как сказать, эмоциональный, да, бушует страсть у него внутри. От нежности до ревности, сама уже прекрасно знаешь, и если вы давно, для тебя это уже не секрет. Он не хочет выглядеть слащавым, он прям хочет мужик, да, или там ранимым не хочет выглядеть. Поэтому он ставит вот это все на тормоз. Как только разговор о чем-то глубоком заходит, он мысленно, как говорится, отшатывается, да? И такой думает, наверное, нет, не открою я тебе свои слабые места. Понимаешь, ему проще промолчать, чем быть каким-то пойманным на то, что в груди у него тоже сердце есть, да? Королева мечей – это что поможет ему раскрыться и начать диалог, не боясь, что его не поймут. Если ты по гороскопу знак воздуха, то это ты. Если нет, то это четкость, спокойные вопросы, да, без напора. То есть, как бы сказать, холодный подход. Если он увидит, что ты там не драматизируешь, не накидываешься с обвинениями, типа, а кто нас кормить будет и так далее, а подойдешь к делу с ясностью, например, там, мне хотелось бы узнать, что у тебя на душе, я там смеяться не буду и так далее, расскажи-ка, что ты чувствуешь. Тогда он поймет, что с тобой можно делиться, да, не рискуя нарваться на, как сказать, взрыв эмоций от тебя. Ему важно чувствовать, что ты слушаешь вот не с целью уличить, да, или носом ткнуть, а вот искренне хочешь понять. И если вот видишь, что он там мнется, да, предложу ему там время с мыслями собраться, да. Например, там скажи ему, ты можешь мне все рассказать, когда будешь готов. Мне это, например, там правда ценно, понимаешь? И когда вот нет риска вот этого быть высмеянным, да, отруганным, он охотнее раскроется.
То есть, если ты демонстрируешь терпение и простой человеческий интерес, без вот этих претензий, истерик, упреков и так далее, тогда он перестанет бояться, что разговор превратится в допрос, понимаешь? Как изменится ваше общение, когда он наконец-то решится сказать, что давно скрывал паж жезлов? Тут трактовать не нужно. Легкость, азарт. Легкость появится между вами, да, по пажу огня. Азарт, вот это все, потому что исчезнет напряженная тишина от него. Потому что он, как сказать, он боится, что ты заденешь за невысказанное на данный момент. А потом он почувствует, что больше, как говорится, вот этот камень за пазухой не носит. А ты осознаешь, что его молчание было не равнодушием, не в том, что он там мечтал тебе изменить или в кого-то влюбился. Нет, он просто скрывает свои истинные желания, которые боится, что ты осудишь. Понимаешь? А когда ваше взаимопонимание, оно прозрачнее станет, то у вас возникнет всплеск там новых идей. Возможно, ты предложишь, да, что-то. Он хочет уехать, а ты предложишь город или страну. Он хочет уволиться, а ты ему там скажи: вот, давай точно, а то на этой работе мало платили. Ну, то есть, понимаешь, вам обоим нужна вот эта авантюра. Понимаешь? Просто воспринимай ее как жизненный квест. И овцы целы, да, и волки сыты, называется так. Понимаешь? Вы чаще будете общаться по душам. Это вас сблизит. Когда человек, независимо какой, другому человеку, тоже независимо какому, ну, я имею в виду в паре, делает вот такое, что приятно, что от него не ожидают, а он, конечно же, думает, что поездка в другую страну, ты скажешь, ты дурак и так далее и тому подобное. И вот когда есть понимание, то вы сближаетесь. Понимаешь? Ну и я думаю, то, что сидеть дома не нужно, и на первое время предложи ему просто на недельку туда поехать, да, и погулять не по туристическим местам, а где, как говорится, люди живут, да, без вот этих красок и красивых мест. Попробуйте. Чего дома сидеть? На недельку, я имею в виду. А там уже посмотрите. И если ты совсем против, то делай, как умная женщина. Сманипулируй. Я тебе объясню. Заранее загугли самые там некрасивые места в этой стране, да, например, там где-то свалка, где-то мусор, и якобы где там к людям плохо относятся, бывает такое, да. Поэтому своди его по таким местам, чтобы он просто сам принял решение. Помнишь, да, я вас учу манипулировать мужиками. Чтобы он сам принял решение, хотя это ты все подстроишь, да, что ему не нужно туда ехать. Понимаешь? Потому что туристическая картинка – это одно, а когда там начинаешь жить, то это совершенно другое. Поэтому проведи его сразу по самым злачным местам. И он уже будет думать, так как ты у меня хитрая внучка, да, манипуляторша высокого уровня будешь в итоге, то он сам примет решение, что ему туда ехать не нужно жить. Понимаешь? А ты вот так вот реально заранее подготовься. Не вот это вот, знаешь, 99% женщин, они, как сказать, они не мудростью берут своей, да, а истериками, ссорами, ругачками, выяснением отношений. А ты у меня очень умная девочка. Поэтому, еще раз повторяю, заранее подготовься, и так ты сманипулируешь. И это будет, заметь, ты сделаешь, а решение примет он. Понимаешь?
И у вас не будет, что там в будущем он там передумает или еще что-то скажет. Это ты меня отговорила, это ты виновата. Нет, он сам примет решение, что оно ему не нужно. Учитесь манипулировать с дедом, да? Ну, ты поняла, да, как умные женщины поступают, а меня глупые не смотрят, так скажем, да? Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, привет. Сегодня короткий расклад. О чем он упрямо молчит, даже если внутри у него все бурлит и наружу просится по императрице, да? Ну, императрицу троечкам трактовать даже не нужно, можно переходить сразу к четверке кубков. Но давайте, потому что вдруг смотрят те, кто вот впервые смотрит, да? Ну, он, знаешь, он в тебе человека видит, с которым хочет, прям вот желает, как сказать, теплый обустроенный мир построить, где уютный домик есть, обнимашки, планы совместные и так далее. Но сказать он об этом, конечно, не хочет вслух, потому что, знаешь, чтобы не показаться слишком каким-то там навязчивым прилипалой. Или там не пугать тебя там словами про серьезное будущее, потому что у вас тут явно отношения зарождаются вот-вот. А внутри у него все клокочет. Он мечтает, как вы вместе там вечерами в обнимочку сериал какой-нибудь смотрите, да? И он даже готов твои турецкие сериалы вместе с тобой смотреть. Но это пока, потому что у вас только все начинается. И понимаешь, он, как сказать, императрица — это вот оно то самое. Понимаешь, тепло, уют, женская энергия, вот это благодать, вот это женская и так далее. Понимаешь, это не любовь, это, знаешь, вот, когда вот чувствуешь, что ты нашел того самого человека, но вы только-только встретились. То есть это не страсть, это не огонь, это вот как родной человечек, понимаешь? И вот он хочет, он видит в тебе этого человека. Но почему не говорит? Потому что вы только познакомились. Понимаешь? Потому что он, как сказать, он боится спугнуть тебя, что ли. Понимаешь? Он уже продумал все наперед. Наверное, уже подумал, как вы там в ЗАГС идете. Но он, конечно же, будет молчать и делать вид, что ему все равно, да, якобы там есть, и хорошо. А на самом деле он просто, у него вот этот страх быть непонятым. Ну или там насмешку услышать, что ты куда торопишься, да? Вот примерно вот так. А ты, девочка, серьезная и в лапшу не веришь, и, соответственно, дала ему это понять. И вот он, как сказать, хочет вот этой нежности и тепла, но ты к нему немножко, как сказать, держишь дистанцию. Сердечко не открываешь, вот так скажем. Почему слова его на полпути застревают, да, и что держит его в этом молчаливом состоянии? Боится обесценивания по четверке кубков. Потому что он уже когда-то там был в таком, как сказать, в такой ситуации, да, и предложил. Была у него такая любимая. И она просто, как говорится, он сказал, ты дурак, что ли, или что-то такое, да, и он принял это очень близко к сердцу. И вывод сделал, что лучше молчать, да, чем тебя оттолкнут или сухо ответят, или какие-то отговорки. И он теперь предпочитает отсиживаться на скамейке, да. Вроде как хочется высказаться, да, но в голове мысль всплывает, что там
Она это пока не оценит, лучше пока не лезть. Вот такое вот все. Понимаешь? И вот из прошлого вот эта внутренняя обида, вот та недосказанность, они держат его в этом замкнутом круге. Чем дольше он молчит, тем больше копится вот это чувство, да, что его первые шаги, они не нужны. И чем сильнее он это чувствует, тем меньше он говорит. Понимаешь? Он прям буквально подавляет себя, чтобы избежать любого негативного отклика с твоей стороны. И тут, знаешь, не в тебе дело. Просто, знаешь, была просто у него такая похожая ситуация. Колесницы — это какие тайные переживания и сомнения тормозят его, когда он хочет быть откровенным. Понятно, да? У него вот этот зреет дух, как сказать, соперничество с самим собой, что ли, вот как понять, говорю, как сказать. Он, да, по природе своей лидер. Но вы только познакомились. Как он тебе выкатит, как говорится, давай за руку возьмем и побежим вместе. Ты скажешь, ты или маньяк, да, или дурачок какой-то. И он не хочет выглядеть вот слабее, да, чем он тебе показывает себя. Или там зависимым от тебя. И когда речь у вас там про серьезные отношения там и так далее, он опасается, что придется столкнуться вот с какими-то там доводами, да, потому что у него все идеализировано. Например, он говорит, он говорит, я хочу жениться, мы будем там кататься, мы будем смотреть закаты, и вот это все, да? А ты ему, а что мы кушать будем, а сколько ты зарабатываешь? Видишь, разное. И вот он этого боится. Он боится вот этой эмоциональной гонки. Ты говоришь, а чего мы кушать будем? А он говорит, я хочу тебя обнимать на закате. Понимаешь? И он боится, что он в этой гонке эмоциональной или мысленной, не знаю, как хочешь, так называй, вот он боится, что он может в ней проиграть, потому что уже один раз проиграл. Понимаешь? И, конечно же, ему нужна твоя поддержка, и только твои слова как бы вот успокаивающие, что вы в одной энергетике, понимаешь? Что вы, как сказать, взаимодействовать готовы друг с другом. И ему сейчас пока проще оставаться вот за этими закрытыми дверями, чем открыто сказать, что там, а давай-ка там в ЗАГС пойдем, да, грубо говоря. Он боится, что если контроль сейчас потеряет, да, вот этими вот признаниями своими, то ты возьмешь верх. Я тебе уже объяснил, когда там хочу обниматься, а ты скажешь, на какие шиши. И вот такая борьба у него сама по себе его выматывает. Он рвется высказаться, да, рвется показать вот этот свой богатый внутренний мир, но командир у него внутри шепчет: не рискуй, братан, да? А то тебе покажут на твои ошибки, на то, что на что ты жить будешь, да? И ослабит твой авторитет. А он сейчас мужик, вот просто такие мечты. Что поможет ему раскрыться и начать диалог, да, не боясь, что его не поймут по солнцу? Тут трактовать не нужно. Ему нужно почувствовать вот это, что атмосфера вокруг теплая и спокойная. Без критики, без холодных вот этих упреков, доводов бытовых, да, я на примере говорю то, что, на что мы жить будем. Если ты станешь чаще говорить, что ценишь там его мысли, его фантазии, мнения, радуешься, что вы разговариваете, да, то он потихонечку оттает. Пусть он видит, что ты искренне улыбаешься, когда он там немного свои мысли приоткрывает. Предложи ему там обсудить, например, там планы на отпуск, да, в веселом тоне обсуди, что давай мы с тобой там поедем, да.
То есть, как не нужно ставить из себя, как сказать, женщина, которая с ним не знакома, но уже имя знает. Стань ему другом. Понимаешь? Там для начала, например, там попробуйте скушать гамбургер, да? Кто быстрее съест? Я надеюсь, что ты не на диете какой-нибудь там. Ничего, в зале побегаешь потом. Вот, то есть стань ему другом, вот таким. Мужчины в таких влюбляются. Мужчины не влюбляются в то, что женщина любит там готовить, я тебе там этих, как его там, борща наварю, это все наделаю и так далее. Мужчина же себе ищет не домработницу. Он всегда ищет, но на первой встрече, конечно же, он смотрит лицо, грудь, попа. Ну, фигура я имею в виду, да? А потом, после разговора, он смотрит, вот я тебе тайну открываю, насколько ты ему друг. Понимаешь? И если он в тебе друга вот этого не увидит, да, с которым можно, как говорится, какой-нибудь бутерброд на перегонки съесть, то у вас все закончится на фоне, вернее, не на фоне, а вот закончится, вот как сказать литературным словом, постелью. Вот дальше постели не пойдет. Ни он в твой глубокий мир нырять не будет, ни ты в его. Ну, он не даст, понимаешь? Поэтому мужчины влюбляются только тех, кого женщина видит, кому доверять можно, понимаешь? А борщи — это, как сказать, домработница дешевле, чем жена. Поэтому, вот, понимаешь, съела с ним бургер на перегонки. Все, считай, он в тебя влюбится и так далее. Вот, ну, тут трактовать даже не нужно. Умеренность — это как изменится ваше общение, когда он решится сказать, да? Ну, тихое, гармоничное звучание ваших отношений. То есть вы оба почувствуете, что больше там напрягаться не нужно, чтобы угадать друг друга эмоции, да? Он сможет спокойно рассказывать о своих планах, тревогах, не опасаясь вот этой резкой критики, да? Ты сможешь разговаривать с ним, о чем ты хочешь. Ты ощутишь, что ты уже не будешь, как говорится, из него клещами каждое слово правдивое тянуть, потому что сейчас он для тебя, знаешь, под такой маской, как сказать, вот недоступности, что ли, как и ты для него. У вас сейчас еще не сблизились, так скажем, ваши миры. А умеренность, которая будет, да, это не про скуку, это наоборот. У вас появится равновесие. Умеренность — это не скука, когда быт такой течет, и он на работу, с работы, домой и так далее. Это равновесие, где ни он, ни ты не боитесь там откровенно про чувства говорить, да, про какие-то интимные темы, про практические вопросы, планы и так далее. То есть исчезнет вот эти все, как сказать, закрытые, недосказанные слова о себе, вот так скажем. То есть вы душу друг другу сможете открыть. Понимаешь? Все отношения строятся на доверии. Не на том, у кого там писька большая или попа красивая, да, а на том, что доверяют друг другу. А идеальные отношения, они строятся на том, когда вы видите друг в друге друга. Понимаешь? Как бы это там замысловато я не сказал, но ты меня поняла. Вот такой у нас сегодня был расклад. Подписывайтесь на канал, помните, что дед рядом и что нужно приходить в проживание аркана.
Это обязательно. Все, до новых встреч.